Всем привет, с вами Дима, и сегодня мы посмотрим фанкамы из закулисья Димаша. Вы оставляли разные ссылки, и некоторые видео я нашел в комментариях, а некоторые поискал, нашел сам. Вот, будет такая своеобразная подборка. Здесь, по-моему, 6 видео. Первое видео. Димаш и Андреа Бочелли. Смотрим. No, let's go play. Let's go sing something. What do you sing? Oh my god. No, but I want to listen to something more strong. Strong? Yeah. Like operatic. I want to listen to your voice. Требует спеть по-оперному. I'm nervous. You know some Italian tenor songs, something like Sole Mio or There's no music. Oh, okay. Which key you want? This one is Мне кажется, когда Бочелли начинал играть эту песню, он не ожидал, что Димаш запоет ее сразу наверху. Потому что тональность здесь дана для такого, разгона немного, для более спокойного, что ли, пения. Хотя Бочелли и требует вначале спеть более сочно, по-оперному. Посмотрим, что за нота. И как бы получается, Бочелли знает, в какой он тональности играет, в до миноре. И тут два варианта. Либо ты поешь в серединке внизу, аккуратно, красиво, либо ты поешь очень высоко, очень-очень. И Димаш сразу петь начал очень высоко. Тут, конечно, Бочелли вида не подает, но, скорее всего, он удивился. Не все так полезут, совсем не все так полезут наверх. Отлично вживую такой звук выдавать, причем очень импровизационно. И сопрано еще. Молодец. Great music. Italian. Человек без зрения так хорошо играет. И вообще, конечно, я за Бочелли много чего замечал. Он, получается, на гитаре играет, и на духовом инструменте играет, на фортепиано. Очень сильный музыкант. Да так точно-то. Молодец. Okay. Did you perform there already or not? See, I had a look for you. You come another time. Maybe another time. maybe after 10 minutes. Good. Do you know this? Ария Герцога.
хорошее импровизационное видео, один импровизирует, второй импровизирует. Мне бы очень хотелось у Димаша послушать какие-нибудь действительно академические оперные записи, то есть чтобы он спел какую-то оперную арию. Вот здесь уже немного есть затравки, и очень красиво может получиться, и, скорее всего, на очень хорошем оперном уровне. Мне хотелось бы в дальнейшем услышать оперную арию от Димаша. Это было бы очень интересно, полноценно записанную. Для него это тоже может быть своеобразный такой челлендж, и все равно же он учился оперному пению, и у него, скорее всего, есть в своем арсенале арии, которые он знает. Я думаю, можно было бы это на всеобщее обозрение как-то вынести, потому что большое количество публики любит его за академический звук. И чисто спеть какую-нибудь арию из Тоски, ария Каварадоси, очень бы красиво, супер музыкально бы получилось. И эмоционально он смог бы дать туда много красивых оттенков, которые у него есть. Они были бы очень к месту. Допустим, оперные певцы, получается, поют какую музыку? Что-то из опер, что-то из романсов, тоже академических. И опера, она сама по себе строже. Там отхождения какие-то не особо приветствуются. А если и приветствуются, то в музыке, скажем, по року. И когда ты поешь еще и романсы, нам обычно говорят, что ты можешь в романсах найти большую свободу, найти какие-то еще дополнительные оттенки и потом уже их использовать в оперных ариях, ну, обкатав это на романсах. У Димаша уже много всякого арсенала, который он мог бы еще привнести и в какую-то оперную арию. Было бы очень интересно это услышать, как минимум лично мне. Очень красиво начал петь оперную арию. Отличный академический звук. Смотрим следующее видео. Закулисье с Игорем Крутым. Мне что здесь сразу нравится, чем это видео выделяется. Ты слышишь настоящий живой звук от Димаша не в микрофон. То есть как громко, с каким усилием это звучит вживую. То есть все равно, как бы, имея определенный вокальный опыт, ты понимаешь, что, ну, вот примерно так. А здесь ты получаешь сразу достоверную информацию. И это можно опробовать в том числе своим голосом. Как бы непрофессиональному певцу может показаться, не всем, конечно, то, что такой звук в микрофон, он прям громкий, но на самом деле очень тихий и аккуратный. И здесь вся сложность сделать это очень меленько, чистенько и точненько. Смотрим. Все звуки здесь, получается, строят к гласной «и». То есть такая академическая постановка. «И по твоей улыбке». То есть не чистую «е» делает «ей», а «ей». Молодец. Так, смотрим дальше. Очень хорошо, очень уверенно это звучит вживую. Я представляю, какое удовольствие получает Крутой, когда его песни поются таким качественным, выделанным, точным и с большим количеством навыков голосом. Конечно, очень удачный дуэт, с большим удовольствием их слушаю. Ну, тут совсем интересная компания. И песня. Что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал,
нам больше больше встречаться. Я все сказал, и будем мы чаще встречаться. Очень здорово. Ну, кроме того, что Димаш подстроил второй красивый голос, вот они и пели все одну и ту же мелодию, но его тембр все равно слышно. В общей массе он добавляет такой объем красивый. И, конечно, интересное сочетание. Крутой, Киркоров, Димаш, и вот этого человека я не очень знаю, кто это. И я в первый раз слышу, каким голосом поет Игорь Крутой. Так. Шакин Мухаммед поет. А я и не знал. Нет, любовь похожая. Давай, нашу, давай. Похожая на сон, свет из хрустальный перезвон, твое божественное люблю. Я тихий мэром, вопреки законам сна. Пускай не кончится Да. И видно то, что Киркорову нравится, но, наверное, он немного сожалеет, тоже хочет уметь так. И все вокалисты, когда слушают то, что делает Димаш, отчасти хотят уметь это в том числе. Отлично, можно услышать вживую, как он исполняет эту песню. И просто снято камерой телефона. Какое там качество. Но все слышно и звучит просто отлично. Все довольны, получилась отличная импровизация из такого песенного попурри. На самом деле, мне очень нравится, как поет Киркоров. И в эстрадном жанре он очень-очень узнаваем. Его тембр мне очень нравится. И тоже очень много теплоты в исполнении. На самом деле, он понимает, что делает Димаш, и, скорее всего, хотел бы это сделать так же. Но, как сказал как-то Дмитрий Хворостовский, то, что с течением времени голос теряет эластичность и теряются нежные краски. И хорошо, если ты можешь сохранить эти краски по времени долго. Вот у Димаша пока что эта чудесная краска есть, и он ей отлично пользуется. То есть я к чему веду? Ты потом все равно сможешь спеть так же душевно, здорово, но голос становится постепенно грубее, когда ты взрослеешь. Вот. Так, смотрим дальше. Итак, еще одно видео с Игорем Крутым, и здесь не одно, конечно, видео с ним, скорее всего, это плюс. Смотри, куда мы идем. Да. Нормально слышишь? Да. Нет, первый припев можно начать ритм задать с струнами, и потом на втором уже барабаны идут, и уже второй припев уже мощь. Здесь уже начало идет припева. Значит, накрываем. Уходим в литавры, уходим в этот. И за первым куплетом мы идем, не идем туда, модуляцию. Оставляем это? Да, уходим. Идем на второй куплет, здесь жестче барабан. Рабочий процесс. Наконец надо оставить. Один раз будет? Да. Второй, третий? Только третий? Да, наверное. Тогда мы здесь... Вот эта нота должна была быть первой нотой бридж.
А она сделала следующую фразу началом. Там не совпадает слово, это получается. Ну что, тональный план такой? Проверим еще раз. Обычный репетиционный процесс. Димаш пропевает аккуратненько, чтобы сберечь голос, не выдавать всю мощь, а выдать ее потом на концерте. Так делают все. И хорошая слаженная работа, внимательно Игорь Крутой относится к дуэтам. Я не знаю, как с другими он общается с музыкантами, но думаю, точно так же внимательно, уважительно спрашивает, где, как удобно. Потому что от удобства, от правильной тональности, от правильного темпа, аранжировки тоже проще петь солисту. И лучше спросить об этом заранее и всю работу сделать вместе и хорошо. Смотрим дальше. Видео с репетиции концерта ВТБ, и я так понимаю, что им нужно было отстроить звук, заодно поимпровизировали, попели красивую песню. Слушаем, смотрим. Я люблю тебя до слез. Так нежно. Это облако слез, лепестками белых роз. Я нашел же сестру. Я люблю тебя до слез. Без ума. Максим. Таким свободным, нежным звуком поет. Очень красиво. Я очень люблю у него этот оттенок, такой мягкий. Я люблю тебя до слез. Практически не столько голос, сколько воздух просто идет. И как-то что-то щемящее изнутри души ты прям вот слышишь. Очень компактная мини-версия этой песни, в которой есть все. Все возможные оттенки. Не хватало только запеть басом внизу. И был бы абсолютно полный комплект. Классно. Вот мы слушаем здесь подряд записи, где Димаш поет вживую, совсем без микрофона, и где поет в микрофон. И разницы вот практически нету. Только акустика где-то побольше, где-то поменьше. А голос абсолютно тот же и звучит абсолютно выгодно. Мне это очень-очень нравится. Так, последнее видео. Так, я не знаю, где это все снято. Если знаете, напишите. И это первое видео, где я вижу Димаша с щетиной, которая ему идет. И, ну, конечно, он намного старше с ней выглядит. Так, слушаем, смотрим.
Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши. Смею заметить, что здесь чистый звук микрофона без каких-то обработок. То есть там нету комнаты, ревера. Мы слышим чистый голос в микрофон. И голос, как штука, которая любит акустику, все-таки может звучать без реверов не очень хорошо. Но здесь звучит хорошо. В разлуке посильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Лебедей. Такая все равно темная, академическая, аккуратная нотка. Молодец, классно это все звучит. Мне очень понравились все эти фанкамы, которые я нашел, отобрал. Какой из них вам понравился больше? Напишите в комментарии, можно это обсудить. Мне больше понравился момент, когда Димаш пел на ВТБ-арене импровизационно «Я люблю тебя до слез». Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Скоро запишем что-нибудь еще, но мне нужно найти для этого время. Пока.